Всем привет! Сегодня у нас рубрика «Вопрос-ответ». Очень много сообщений приходит в личку, в Инстаграм, на Ютубе тоже люди пишут. Я решила все вопросы собрать и по порядку на них ответить, чтобы у вас тоже такие же были ответы на все интересующие вопросы. Значит, первое. Чем вообще я занимаюсь? Я дизайнер интерьеров. Работаю уже почти 10 лет в этой сфере, проектирую в основном частные интерьеры. Где я училась? Значит, я училась в Уральской архитектурно-художественной академии, сейчас это Уральский университет. Я заканчивала кафедру промышленного дизайна, то есть я по образованию промышленный дизайнер. Затем я получила стажировку в университете Хаддерсфилд, Великобритания, тоже по профессии промышленный дизайнер. Ну и, собственно говоря, по окончании института решила работать в сфере интерьеров. Кстати, пишите в комментариях, если какие-то вам вопросы интересные, профессиональные. Я следующий ролик уже сделаю чисто по каким-то другим темам, которые вас интересуют. С чего я начинала, какой был мой первый проект? Был проект в собственной квартире, в которой мы сейчас с мужем живем. Ну, как говорится, первый блин комом, но, по крайней мере, все основные моменты, связанные со стройкой и реализацией, отлично были мной прочувствованы. Затем я работала в студиях различных в городе Екатеринбурге. Совместная работа осуществлялась над частными и общественными интерьерами. Затем я ушла в свободное плавание. Собственно говоря, сейчас я уже самостоятельно занимаюсь проектированием всех интерьеров. Где я ищу вдохновение и идеи для проектов. Для меня вдохновение – это путешествие. То есть очень много стараюсь что-то искать нового, интересного именно в поездках куда-то. Неважно, за границей это или Россия, но я стараюсь именно как можно больше гулять, смотреть на архитектуру, на красивые парки, вдохновляться красивыми видами и пейзажами, чтобы там подчеркивать какие-то интересные цвета, сочетания, идеи для проектов. Плюс еще посещение узких профессиональных выставок, конечно, дает очень большой багаж знаний и каких-то новых идей для своих интерьерных проектов. Следующий вопрос. Зачем вы снимаете выставки? Ну, собственно говоря, если вы посмотрите самый мой первый ролик про выставку, это просто там набор коротких видяшечек и картинок без каких-то особых комментариев, потому что на самом деле, когда ты ходишь по выставке, очень много материала остается в телефоне, в фотоаппарате, хочется просто им поделиться со всеми, потому что, к сожалению, не у всех есть возможность посещать эти интерьерные мероприятия, и поэтому я стараюсь как-то вот весь этот материал собрать, адаптировать. Также после посещения выставок я иногда провожу лекции для своих коллег, то есть делюсь какими-то новинками, трендами в дизайне. И, конечно, мне это очень большое доставляет удовольствие делиться этим материалом со всеми. Кто вам оплачивает поездки на выставки? Все эти интерьерные поездки, они сугубо за свой счет. То есть ни одна компания, ни один поставщик не оплачивает нам эти поездки. Собственно говоря, все это планируется там заранее, покупаются билеты на выставки, бронируется жилье, автомобили. Все это мы вдвоем с мужем делаем на пару. То есть он помогает мне снимать все это, поддерживает меня во всех этих моих интерьерных путешествиях. Поэтому есть, конечно, конкурсы, где участвуют дизайнеры, чтобы выиграть поездку на выставку. Я как бы такой человек не фартовый, поэтому ни разу ничего не выигрывала. И все сугубо за свои честно заработанные кровные деньги. Про качество вообще записей, про звук, про текст, то, что неграмотно составлен, почему плохой звук. Опять-таки, потому что все это у нас не спонсируемся, мы не передача, нам никто заранее тексты не пишет, планы, графики не составляет, что мы должны отснять, какие фабрики, с кем пообщаться. Никто заранее текст не пишет, у нас все экспромтом, все с одного дубля, потому что на самом деле ты приезжаешь на выставку, у тебя очень мало времени, нужно все отснять там, ну, допустим,
парижские выставки нужно за день уложиться, итальянские выставки нереально там, или в Кёльне, потому что очень большие павильоны, нужно максимум все пройти, посмотреть, подумать, какие-то, может быть, павильоны снова вернуться, и реально просто все вот с одного раза записывается, поэтому уж простите меня, пожалуйста, где-то, если что-то неграмотно сказала или сформулировала, просто потому что это все очень так вот бегом-бегом, на ходу придумывается, как-то так. Про оборудование и качество, на самом деле, собственно говоря, мы все снимаем либо вот на iPhone, либо на цифрозеркальную камеру, и потихонечку что-то докупаем, там вот беспроводные гарнитуру купили, для того, чтобы можно было ходить, перемещаться по выставке, все это красиво снимать. Все это дело дорогостоящее, поэтому уж простите, да, за, может быть, какие-то непрофессиональные решения в плане съемки, то есть мы ездим все время вдвоем, я и мой муж, он, собственно говоря, является оператором, где-то мелькает в кадре, тоже меня спрашивают, что это за человек ходит, да, это мой муж, который помогает мне, там, ему тоже все интересно, он с удовольствием смотрит какие-то интерьерные решения по мебели, он все открывает, как бы, для себя, он не дизайнер по образованию, вот, помогает мне, скажем так, фото и видеосъемки. Про углубленность темы пишут, что, допустим, поподробнее каких-то технических характеристик техники, там, например, или мебели, каких-то свойствах. Тоже, к сожалению, не могу подробно про все рассказывать. Опять-таки, из-за того, что очень мало времени, хочется максимально подробно осветить выставку, а не сконцентрироваться на каком-то одном там предмете, потому что на выставке, как правило, представлен не только какой-то один продукт конкретный, очень много всего. То есть это там могут быть и ванны, и смесители, и мебель, и офисные пространства, все в одном месте, как бы, и хочется рассказать про то, про это, и про пятое, и про десятое. Поэтому, к сожалению, не всегда есть возможность прийти, пообщаться с представителем фабрики, потратить на это время. Поэтому вот стараемся как можем. Следующий вопрос. Что на выставках представлено все для люксовой публики, что это такие очень идеи дорогостоящие, что это далеко от народа. На самом деле, действительно, есть фабрики, которые достаточно дорогие, но есть и масс-маркет, собственно говоря, который тоже также выставляется на выставке. И интерьерные салоны – это своего рода как высокий показ моды. То есть, когда показываются какие-то идеи, тренды на уровне концепции. То есть, это не обязательно, что нужно взять вот эту вот там кухню и полностью перенести ее в свой интерьер. Конечно, они все по максимуму укомплектованы техникой, какими-то техническими новинками. Опять-таки, для того, чтобы показать демонстрацию оборудования. Это как автомобиль в топовой комплектации. Когда мы на него смотрим, он весь там нафарширован различными функциями. Точно так же и при покупке человека он может не брать все полностью. И то в то же время как идея цвета, как идея формирования пространства. В общем-то, для этого мы посещаем эти выставки, что даже в каком-то очень бюджетном проекте можно посмотреть что-то, взять какую-то идею и использовать уже у себя в интерьере. Про стройки, про интерьеры. На канале выложены видео, в основном это мои проекты в 3D-визуализации выполнены. Сейчас я пытаюсь снимать видео со строек в текущих. Те проекты, которые уже были реализованы, к сожалению, не все есть возможность отснять, потому что люди там уже живут. Очень хочется, пытаемся что-то для этого сделать. Ну и плюс у меня очень много работы, то есть практически все свое время я провожу у нас в офисе, в студии с утра до позднего вечера. Ролики монтирую тоже я сама. Все это свожу, читаю тексты. В общем-то, все это делается вот этими руками, весь монтаж. Поэтому у меня, к сожалению, на все не хватает, потому что действительно нужно, чтобы подготовить съемку, это нужно договориться с клиентами, чтобы они были в городе, там, привезти декор, как бы, если уж снимать, так делать это качественно. Поэтому я сейчас буду над этим работать, пытаться что-то вот из уже реализованных объектов, которые будут, скажем так, сняты, уже их снимать, потому что вот сейчас выйдет видео по поводу строек, где я снимаю свои объекты в какой-то полуготовности, чтобы показать именно процесс. Это тоже на самом деле интересно. Вот, поэтому
Поэтому я надеюсь, что все получится, и я сделаю какие-нибудь очень интересные обзоры по поводу уже реализованных частных интерьеров. Вопрос, наверное, самый всех интересующийся, где я сейчас нахожусь. Я сейчас в Париже, в Люксембургском саду. Сейчас проходит выставка Maison Objet, собственно говоря. Сейчас мы ее как раз отсняли, поэтому появилось немножко свободного времени, и я решила вот такой сделать экскурс по всем вопросам. Свистят люди. Видимо, парк закрывается, надо будет заканчивать. Поэтому сейчас мы будем сворачивать удочки и выходить уже в время 8 вечера. Так что спасибо вам большое, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Буду радовать вас новыми обзорами выставок и своих интерьеров. Всем пока-пока!